Всем привет! Это канал Рокабай, и это новый формат, в котором я и мой друг Рома, и я тоже Рома, мы слушаем какой-нибудь альбом, который один из нас не слушал, а второй слушал и любит, или у него другие какие-то есть впечатления. Мы и вместе идем по каждому треку, его обсуждаем, говорим про что мы говорим? Говорим про историю, про то, что этот альбом для нас значит. Один делится своей ностальгией по этому поводу, второй первыми впечатлениями. И, в общем, вот так вот субъективно обсуждаем музыку. Слушаем наши любимые альбомы. Поехали! Что мы сегодня будем слушать? Мы сегодня будем слушать один из моих любимых альбомов «Дельфин. Звезда». Альбом 2004 года. Мне кажется, он очень значим в карьере Дельфина. Он очень коммерчески успешный. Когда ты в первый раз его услышал? Это было, когда он вышел, или ты потом уже начал изучать Дельфина и его послушал? Я что-то слушал из Дельфина до выхода этого альбома, но тогда слышал какие-то отдельные треки. И первым знакомством с этим альбомом для меня стал клип на песню «Весна». Мы обязательно встретимся. Этот клип был очень пронзительным сочетанием видеоряда, странного минималистичного текста, также пронзительной и странной музыки, которую нельзя было отнести к какому-то конкретному жанру. На меня он произвел очень большое впечатление, и мне кажется, с этого момента моя любовь к Дельфину этого периода стала только расти. После этого я как-то случайно попал на концерт Дельфина, и он тоже произвел на меня другое, но очень мощное впечатление. И мне кажется, уже после того, как я услышал материал этого альбома со сцены, я всерьез послушал его полностью, начал как-то анализировать, и, в общем, с тех пор не прекращаю его время от времени переслушивать. Я, кстати, не слышал тот альбом полностью, и поэтому у нас сегодня будет такой чистый и честный эксперимент, но я точно помню этот клип на MTV. Прости. Я точно помню, что там что-то про Олимпиаду 80, наверное. Там, куда я ухожу, весна. Я ничего не понимал, но мне невероятно нравилась песня. Помню, что сильный эмоциональный эффект достигался как раз на каком-то противоречии, что ты видишь праздник спорта, молодости, жизни, и при этом текст, который, значит, говорит о том, что мы когда-нибудь встретимся, и становится понятно, что не встретятся они уже никогда. То есть это когнитивный диссонанс, который все видео практически не схлопывается до самого конца, и это было чем-то совсем новым, чего я раньше не видел и не испытывал. Но до того момента давай еще немного поговорим, чем на тот момент для тебя был Дельфин. Потому что я помню, что он был в «Мальчишнике», и я помню одну песню, которую я просто обожал, потому что она была в каком-то хип-хоп сборнике, который назывался «Упс, вот это да». Подходим мы к подъезду, а там сидит она, и я Васе говорю: вот это да. Меня тогда поразило, насколько чуваки прикольно выстраивают весь сюжет, потому что для меня весь рэп был просто чем-то плаксивым. Ну, типа там Децл, письмо, там еще что-нибудь. Я хочу найти сама себя, я хочу разобраться, в чем дело. А потом Дельфин становится чем-то самостоятельным, начинает писать вот такие песни, потом он снимается в кино, я помню его в какой-то комедии. Не знаю, о чем ты говоришь, я знаю, что он писал саундтреки. Сжатая до предела страсть. Я это был или кто-то другой, не знаю. Был какой-то молодежный фильм. Как же, он назывался-то? В общем, я тебе потом покажу. Вот смотри. Дельфин. Вот, даже не думай, видишь? Телефон знаете, звоните. Твои воспоминания с Дельфином связаны с «Мальчишником». Я «Мальчишник» открыл для себя уже постфактом, когда всерьез заинтересовался творчеством Дельфина сольным. Параллельно с «Мальчишником» Дельфин также участвовал в проекте «Дубовый Гай», который был практически, рэп-кор альтернативной группой. Насколько это можно было назвать рэп-кором в начале 90-х в России. Я умираю за большую любовь. Он присоединился к «Дубовому Гаю» до «Мальчишника». Офигеть. И потом, это был такой андеграундный... Нужно посчитать. Нужно посчитать. Если в 2004 году Дельфину было 33... Ему было 33... В каком? В 2004. В 2004 ему было 33 уже?
И я почему-то думал, что он был супер пацаном. Я думал, ему было лет 16, когда он был в «Мальчишнике». Когда он сольную начал, ему было там 27, я думал. Еще до «Мальчишника», в конце 80-х, он уже ездил по стране в составе какого-то танцевального коллектива. Он танцевал брейк-данс. То есть, вообще-то, он, хочется процитировать великих и сказать, в хип-хопе уже больше 17 лет был к этому моменту. У него было две вот этих вот стороны. С одной стороны, дубовый гай, это альтернатива, это гитары, депрессивная очень музыка про суицид, про наркотики, про неудачную любовь и все такое. И с другой стороны, совершенно коммерческий, молодежный проект «Мальчишник» о сексе, о веселье. Да. И вот эти какие-то две составляющие, хип-хоп, позитивная и альтернативная, негативная, они вот в течение даже сольной карьеры Дельфина как-то друг с другом постоянно пытались смешаться, и мне кажется, что именно к альбому «Звезда» к 2004 году они как-то нашли правильный баланс между собой. Он дошел до какого-то высокого, почти попсового уровня продакшена к этому времени, и его стало приятно слушать вне зависимости от того, что за музыку он к тому моменту делал. И тексты у него стали менее прямолинейными и менее такими насущными о понятных каких-то темах, общедоступных, о любви, о чем? О надежде, о смерти. А на альбоме, который мы сегодня будем слушать, на «Звезде», мне кажется, он уже как ушел совсем в какую-то метафоричную собственную метафизику. Mm-hmm. И я воспринимаю... Вот мы начали с обсуждения клипа на «Весну». Да. И она воспринимается на таком, на больше эмоциональном и таком каком-то абстрактном уровне, да, ты не пытаешься понять, о чем эта песня, а ты просто что-то чувствуешь в процессе. И мне кажется, что это свойство всего этого альбома и всего дальнейшего творчества Дельфина тоже. Да, очень интересно. Что я вообще помню и знаю вообще прямо сейчас про Дельфина, это то, что несколько лет назад он выпустил альбом 442, и это было такое странное ощущение, что, во-первых, он был намного более каким-то роковым, что ли. Там точно слышались везде гитары, точно играли барабаны, и клип был супер модный. Я читал очень много рецензий про то, что вот, наконец-то Дельфин начал обращать внимание на политику. Потому что там заглавный трек, там все было абсолютно понятно, что он был про политику. Нас заставляют гореть, бросая фаеры слов, сломанные на треть устройства наших голов. И с тех пор я начал как бы больше уделять внимание Дельфину, там все равно прослушивал этот альбом, следующий альбом, «Край», кажется, назывался уже, после этого тоже с какими-то сумасшедшими вообще аранжировками, такими, которых я точно не помню. А мы хотим лишь тепла. Очень странно, я помню его музыку как что-то вокруг хип-хопа, ну такой типа, что называется, альтернативный хип-хоп. Вроде как гитара есть, синты какие-то странные битки и читка про что-то сильно абстрактное. И тут чувак начинает переходить к року, а оказывается, он не то чтобы туда переходит, а он как бы возвращается к тому, чем он уже до этого много раз занимался. Когда он был в «Дубовом гае», это не то, что он создал коллектив. Была группа, к сожалению, я не помню название группы, которая потом поменяла немножко там жанровую направленность. То есть он присоединился к более опытным, давно играющим вместе, роковым альтернативным музыкантам, для того, чтобы читать поверх их музыки. Он потом вспоминал, что ребята знали, что они хотят делать музыкально, и он как бы с ними научился, как музыку делать. То есть это на него повлияло. Во-вторых, он многократно в интервью упоминал про то, что он большой фанат Sonic Youth. И вот этого нойза альтернативного, и странных каких-то диссонантных звуков. И вот это, по сути, звучание, к которому он все это время стремился. И более того, в одно из последних интервью, там, месячной давности, он вообще позволил себе сказать, что он рэперов не очень любит. И рэп.
Я прослушал все его сольные альбомы, начиная с «Не в фокусе» и вот до «Звезды», и там заметно, что Это то, что до 2004 до 2004 года. И там становится заметно, как с каждым альбомом в его музыке становится все меньше сэмплов и все меньше хип-хопа как такового, и все больше вставок гитарных, баса, живых ударных, и вот все это, значит, постепенно вытесняет. На предыдущем альбоме, который вышел до «Звезды», на 2001 года альбоме «Ткани», по-моему, только в 2 или в 3 песнях используются какие-то сторонние сэмплы, а все остальное музыка, написанная музыкантами, с которыми работал в тот момент Дельфин. То есть он планомерно двигался в сторону, сложно сказать, рокового звучания, но живого и гитарного так точно. Перед тем, как мы начнем слушать сам альбом, скоро это уже начнется, мы должны немного поговорить про то, что, собственно говоря, происходило в тот момент с Дельфином, была ли у него группа, чем конкретно, может быть, была какая-то идея или есть какой-то контекст, который нужно знать, или было бы прикольно знать перед тем, как начать его слушать. К моменту записи этого альбома Дельфин уже давным-давно в музыке, больше 10 лет. Его треки, по крайней мере, некоторые из них знает вся страна. Он постепенно двигается из хип-хопа обратно в альтернативу скорее. У него все больше живого звука на альбомах. Тексты становятся все абстрактнее. И, значит, последний альбом у него выходил в 2001 году, а «Звезда» вышла в 2004. В 2002 году к нему присоединился гитарист Павел Додонов. Этого чувака даже я знаю. И тут все поменялось. Сложно сказать, насколько он именно оказал влияние на этом альбоме, потому что он не указан соавтором. Он играл партии гитар, он выступал, начиная прямо с 2002 года сразу, Додонов выступал вместе с Дельфином. У них появилась вот эта вот связка Дельфин у микрофона или там с каким-то сэмплером или еще что-нибудь он там делает. И Паша Додонов поверх минуса делает какой-то странный нойз с кучей эффектов. И Паша потом рассказывал про то, что у него не было большого опыта выступления на больших площадках. Я думаю, игры на гитаре. Он играл на гитаре, да, но он потом рассказывал, что он за этот период понял, насколько отличается большой звук, что надо по-другому играть, надо учиться, и это прям заметно. Если посмотреть лайвы того времени, 2002-2004 года, видно, что он себя прям не очень комфортно чувствует, хотя он на фестивале «Нашествие» он выступал абсолютно голым в 2002 году. Мне кажется, это был прыжок веры такой. Просто я играю рок с Дельфином, и я буду играть его голым. Паша Додонов выступает скорее как сессионный музыкант на этом альбоме, но уже на следующем, после «Звезды», он настоящий соавтор. И когда я побывал на концерте как раз после выхода «Звезды», наверное, год после этого, на меня его поведение и его звук, и игра, и бешеная энергетика произвели, конечно, очень сильное впечатление. И он стал одним из моих музыкальных, в гитарном мире кумиров, что можно не делать такой классический рок. Ну да, не надо там бегать по грифу. Как не обязательно шредить, но при этом можно выкладываться на 120% и заводить зал, даже будучи просто 2 людьми на сцене, один из которых очень меланхоличный. Вот. Сейчас было сложно, кто из них меланхоличный? К этому моменту Дельфин уже становится все более... Ага. Если посмотреть лайвы сразу после выхода «Звезды», то он еще там пытается кричать и танцевать, и еще что-то делать, но мне кажется, вот тогда началась такая тенденция на передачу этой роли Паше, и что сам Андрей может сфокусироваться больше на тексте, на внутренних переживаниях и на ударке. Игре на барабане. И игре на барабане. Во время записи этого альбома сам Дельфин, Андрей Лысиков, Павел Додонов — это гитара, и звуком в целом, электронной составляющей этого альбома, каким-то вообще видением эстетики музыкальной занимался Александр
Петрунин. Многие считают, что звук этого альбома – это его заслуга, что это альбом не Дельфина, а Александра Петрунина, который был электронным музыкантом, саунд-дизайнером, композитором, писал музыку для ТВ-программ того времени и все время оставался за кадром. И, значит, если поискать про него на YouTube, то, скорее всего, вы найдете какие-то выпуски, которые говорят, что вот Дельфин своим коммерческим успехом обязан Александру Петрунину, а он его даже не упоминает. Александр Петрунин ныне покойный, ему не досталось большой славы из-за этого альбома, к сожалению, но все равно мы говорим о Дельфине как о проекте, как о бенде, и все равно без видения Андрея Лысикова, без его утверждения ничего бы не было. Взлетело. То есть это все равно, наверное, какая-то синергия к этому моменту Паши Додонова, Андрея и Александра Петрунина. Перед тем, как начнем слушать, буквально пара фраз из одной из рецензий на этот альбом того времени. Автор скабрезных текстов группы «Мальчишник», затем прямолинейный рэпер. Ныне Дельфин выпускает пластинки, материал которых не вписывается ни в одну из устойчивых жанровых формулировок. По идее, альтернативщики с рэперами должны драться за право считать Лысикова своим. Прекрасно сказано. Вот так вот. Я думаю, на этой ноте мы можем начать слушать альбом «Звезда». Надо только, наверное, сказать, что мы не сможем показать все. И, во-первых, сам альбом идет час. Мы только вырежем какие-то моменты, где мы на что-то реагируем. Скорее всего, это буду я реагировать, потому что я буду слушать в первый раз полностью. И, соответственно, мы будем показывать какие-то вставки, кусочки музыки. Ну, посмотрим. Вы все увидите. Поехали. Слушай, но это уже интересные такие эксперименты. Это как раз Додонов играет на гитаре. Я думаю, что да. На альбоме написано, что и Петрунин, и Додонов играли на гитаре. Но это очень похоже на Пашу. Это точно не то, что ты ждешь от Дельфина, когда ты знаешь, что это чувак, который вот сейчас недавно буквально пел в группе «Мальчишник». Так, ну поехали слушать «Серебро». Посмотрим, что это такое. Один из главных хитов этого альбома, который слышали типа все по радио. Поехали, послушаем тоже. Слезы облака, разобьемся, об землю стразами разлетим. Прикольно, по каналам разведены всякие щелчки. Но красиво разливается эффект, конечно. У меня мурашки каждый раз. Ты сказал, что трек, который слышали все, я вообще не помню такого трека. Нет? Я эту песню даже на гитаре учился играть. Просто, в акустику. Ну да. И люди вокруг подпевали обычно. Офигеть. То есть эту песню знали. Если вы знаете песню «Серебро» Дельфина, напишите в комментариях. Интересно, как много людей тоже в те времена ее слушало. Ну, поехали дальше. «Чужой». Опять очень простая гитарная партия. Угу. Ну, там 3 гитары. Да. Я вспомнил, что в одном из интервью Дельфин говорил, что когда к нему присоединился Паша Додонов, он был еще не великим гитаристом, не великим музыкантом, но он делал ровно то, чего Дельфин ожидал от своего гитариста. И поэтому они сошлись, сыгрались и пошло дальше. Ну вот «Весна» — это хороший пример того, когда музыканты играют нечетко, могут не попадать в ноты, могут не сразу их брать, гитара дребезжит, голос тоже не тянется, но при этом звучит все очень круто, и поэтому никого не слушайте, если вам говорят, что нужно играть как Эдди Ван Хален, совершенно не обязательно. Не обязательно. Дымится глубиной виска. Текст этой песни, на мой взгляд, один из самых таких более понятных. Если его послушать, то становится понятно, что это песня про смерть, в общем-то. Но здесь прям Sonic Youth. Да, тут прям Рубилова, прям очень мощная. Ну, депрессивно. Депрессивно. Ну, это же наверняка синты, да? Что это не
Какая-нибудь скрипка там или еще что-то? Нет, это, мне кажется, все синты или сэмплы. Мы живые. Вот это, конечно, переход. Это сейчас круто был. было. Это Хоп, прям, да, в и тишину заставляет тебя, схлопнулось. да, обратно вернуться в песню. Вот эта часть, кстати, звучит очень позитивно. То есть она звучит практически как саундтреки к каким-то фильмам романтическим. А песня про души мертвых людей, путешествующая по небу. Да. Немножко, знаешь, блэк-металом повеяло каким-то таким норвежским. Все, Трип-хоп пошел, Да, такой пошел. мрачный. Реально трип-хоп, кстати. Мне кажется, что чем ближе к концу альбома, тем мрачнее и мрачнее. Либо, может быть, просто кажется. Ух ты, вот это, конечно. Ну, чувак, конечно, интересно накручивает педали. В небо ворвись, в оконные его. Вот тут продакшн, вот тут очень круто все сведено, как гитара проехала по ушам. Мощь просто, гитара ездит тебе по мозгу. Как дельфин дает название песням, это, конечно, отдельный большой вопрос. Потому что текст этой песни про то, что когда ты ждешь, как собирается твоя вторая половинка куда-нибудь, но ты ее все равно любишь. Почему Да, она почему называется киберпанк? Да. Но пока хочу сказать, что киберпанк мне, наверное, понравился больше всего. Эти вот здесь одна нота гитарная, здесь Да. другая, они еще сведены, так что то в одном ухе появится, то в другом. То есть она везде появляется как такой, как не знаю, как дождь идет. Очень интересно выглядит. Ну все, Опять- точно трип-хоп пошел. Опять трип-хоп, опять на мрачной стороне это Да. все. Это вот первый раз, когда он вот так резко поет мощно на этом альбоме. Это его старая манера. Вот этого можно было ожидать от более раннего дельфина. Мне понравилось то, что было разнообразие, что можно было услышать и сэмплы, можно было услышать и живую ударку, гитара и акустическая, и электрическая, что сэмплы и такие, и сякие, они постоянно меняются. Стану ли я слушать дельфина после этого альбома? Ну, то есть он, наверное, точно не поменял мое мировоззрение кардинально. Поэтому слушать сейчас этот альбом, это скорее открывать какие-то, ну, без того очевидные штуки, которые должны там быть, которые они там всегда и были. Раньше как казалось, что дельфин слишком занудная музыка, слишком умная, да там ничего нет, да это там хип-хоп, да это не хип-хоп, да это то сё. А сейчас просто понятно, что чувак делает интересную музыку, чувак делает интересные тексты, они могут быть ни о чем, а могут быть о чем-то. Ты можешь там найти что-то для себя, а может что-то для друзей. Вот. Но в целом, офигенное открытие того, каким мог быть продакшн в 2004 году. Это то, или в третьем. Наверное, они где-то в промежутке его записывали. Это реально открытие, что чуваки заморачивались. Это круто. Я еще раз убедился в том, что действительно продакшн очень крутой. Сложно определиться с жанровой принадлежностью. Там то трип-хоп, то чуть-чуть альтернативы, то вообще что-то, что, ну, наверное, кто-то и делал, но это никому не известно. Сложно говорить о современности или несовременности. То есть такая музыка, мне кажется, находится немножко вне времени, но качество продакшена не ощущается устаревшим. У него был такой длинный период, когда у него были такие очень меланхоличные, очень минималистичные пластинки, и вот вышли 4.4.2 и край. И первое впечатление, которое у меня было, как у любителя дельфина, когда они вышли, это то, что он наконец вернулся обратно вот к тому звуку, который у него был в районе звезды. Но если не буквально, то эстетика, по крайней мере, близка очень. Ну круто, крутой альбом, буду слушать его дальше раз в месяц, продолжать пытаться понять, о чем это все и черпать какое-то вдохновение. Да, ну а я рад, что я наконец-то с ним познакомился, и Рома мне постоянно про него рассказывал. Наконец-то мы сели, послушали его, поговорили про то, что мы в нем находим, что понимаем. И я рад, что я наконец-то связал какие-то ниточки, которые висели. Ну а я надеюсь, что этим альбомом ты приоткрыл для себя завесу этого периода времени в творчестве дельфина. И там есть еще много чего интересного. Есть предыдущие альбомы, в которых тоже есть что почерпнуть. Есть альбом «Юность», который совсем другой, но тоже очень крутой. Есть сторонние проекты, которые тоже больше в стороне там нойза такого.
И можно теперь слушать, можно тебе теперь показывать и не выглядеть дураком. Да. Может быть, и вы тоже откроете для себя этот альбом. Собственно, в этом, наверное, наша основная цель, чтобы вы посмотрели на то, как живой человек, в данном случае я, в этом конкретном, слушает Дельфина. И при том, что не обязательно его любит или не обязательно его знает, но при этом что-то для себя открывает. И это был такой новый экспериментальный формат, где мы делимся друг с другом вдвоем нашими любимыми альбомами. Если он вам понравился, напишите нам в комментарии, расскажите, что конкретно вам понравилось, слушали ли вы сами этот альбом Дельфина, как вы относитесь к Дельфину. Наверное, все. Наверное, все. Да, спасибо, что посмотрели. Это был канал Рокабай. Меня зовут Рома. Меня тоже зовут Рома. Всем спасибо. Пока. Пока.